Давайте я поделюсь с вами секретами написания портрета маслом от пятна на примере портрета Архипа Куинджи по картине Ивана Крамского. Начнем мы работу с основных пятен. То есть у нас, по сути, если посмотреть, есть глобально два пятна. Пятно лица и пятно волос и бороды. Ну и, соответственно, сразу же я избавляюсь от белого фона. Одна из главных первостепенных задач нам убрать белый цвет на холсте, так как наше зрение, наш глаз реагирует на все вокруг относительно друг друга. То есть, если мы пишем портрет на черном холсте, то все цвета будут казаться более светлыми, более яркими. Если мы пишем на белом холсте, все цвета кажутся очень темными, и мы подсознательно хотим делать все светлее. Именно поэтому у новичков часто получается делать портрет, ну и вообще картины более такими блеклыми, более светлыми, близкими вообще к белым цветам. Начинаю я работу очень жидкой консистенции. То есть масло развожу с разбавителем. Разбавитель использую без запаха Малевич, и в котором не содержится масло, не содержится лака. Это позволяет довольно быстро краске подсыхать, и за один заход можно сделать довольно детально картину, и причем многослойно, потому что когда делаешь первый слой довольно жидко и тонко, он очень быстро подсыхает. Когда следующие слои ты начинаешь делать более густо, они не сильно смешиваются с фоном, что позволяет вам контролировать процесс. Также очень важный момент, когда вы работаете кистью, в другой руке держите тряпку для того, чтобы постоянно протирать кисть, потому что когда мы работаем кистью на холсте, мы неизбежно пачкаем кисть, и, соответственно, у нас наш цвет, который мы хотели добавить, исчезает. Его обязательно нужно протирать, кисть обязательно протирать об тряпку и, соответственно, набирать заново цвет. Вот, ну, смотрите, пока я это вам все вводное рассказывал, я уже наметил силуэт и уже в целом основные черты формы лица. То есть мы набрали сначала основные пятна, и дальше работаем через контрасты. Самые темные закладываем, самые светлые. Это самый простой подход, потому что вы эти контрасты хорошо видите. То есть самое сложное в портрете – это полутона. Самое сложное – это найти точные вот эти отношения тональные. Ну и непростое дело, понятно, найти точные пропорции. Но пропорции в наше современное время всегда можно проверить через разные цифровые устройства, через телефон, через планшет. То есть это уже легче, в общем, исправить. Легче, точнее, проверить себя. А вот тональные отношения – это, по сути, в первую очередь ваш опыт написания портрета. То есть не только портрет, картин. То есть чем вы больше будете практиковаться, чем больше писать, тем больше вы будете видеть, более точно будете видеть тональные отношения, более тонко их будете видеть. Собственно, когда я заложил основные пятна, потом заложил контрасты, самые светлые, самые темные, глазные впадины, тень под носом и губы я заложил. При закладке, соответственно, основных форм лица здесь можно руководствоваться основной такой пропорцией. Да? Это лицо делится примерно на 3 части. От лба, от места, где начинается рост волос, до бровей. От бровей до основания носа, от основания носа до подбородка. В среднем примерно 3 равные части. Понятно, что бывают разные ракурсы, бывают разные лица, у кого-то огромный лоб, у кого-то огромный подбородок и так далее. Но, зная эту пропорцию, вы можете посмотреть, какой у вас типаж лица и, соответственно, примерно передавать на холсте. Заложил я, смотрите, основные вещи, основные формы, пока грубо, то есть глаза там одним пятном, брови, нос там, все, в общем, пока просто, но уже тонально более точно, чем в начале. И уже в начале начинаю добавлять холодные оттенки. Кстати, начинал я работу все через теплые. Это намного проще, потому что, во-первых, исправлять легче намного теплые тона. Во-вторых, они более такие близкие к финишному нашему портрету. Вот. А потом я уже начинаю добавлять холодные оттенки. То есть я в бровь немного там синего добавил, немножко где-то зеленый добавил. На начальном этапе добавляйте эти все оттенки смелее, больше.
Потому что при уточнении они однозначно будут уменьшаться, менее заметными становиться будут. Поэтому важно вначале более смело работать, добавлять больше оттенков, больше всего того, что практически, например, даже не видно, там, зеленых, синих и так далее. Ну, а дальше, смотрите, я уже начал уточнять тон на лице, то есть я добавил более розовых, более темных. То есть изначально наш тон, который казался сначала темным, когда мы заложили все темное вокруг, он уже стал слишком светлым. Вот, поэтому его утемнил, опять же добавляя холодные. Холодные оттенки – это обязательная просто вещь, которая добавляет, просто богатство лицу. И они в целом есть на лице, просто, например, я в своих работах часто их усиливаю. То есть зеленоватые, которые там оттенки, они такие персиково-зеленоватые условно. То есть цвет кожи плюс зеленоватым оттенком. То, что в реальности. Я добавляю там больше прям зеленого. Где-то добавляю там более голубые, более там фиолетовые, где их таких по сути нет. Но суть в том, даже если вы хотите сделать реалистичный портрет, вначале можно добавлять это смелее. И потом постепенно вы все равно будете вмазывать при уточнении тона, будете уточнять цвет, и они будут уменьшаться. Но где-то будут просвечивать, и это будет очень здорово смотреться. Так, прошло у нас, получается... это видео. В чем прелесть этого видео? Вы можете заметить, что я не ускоряю процесс абсолютно нигде. И я ничего не обрезал, за исключением каких-то там, может быть, пары мазков, которые абсолютно ничего не значат. Я вырезал только лишь места, когда у меня кисть уходит за набором краски, когда я ее убираю с экрана. Я вот эти все моменты вырезал несколько часов для вас, для того, чтобы вам было не так скучно смотреть долго. Этот портрет у меня занял примерно час 15. Это то, что снято на камеру. Плюс я и без камеры еще в конце немножко там дорабатывал. Условно, там в пределах 2 часов. Это довольно много. Вот, для видео на YouTube, конечно же, смотреть такое будет, наверное, долго. Только смогут смотреть такие видео, наверное, только самые такие прям очень сильно желающие научиться. Вот, а 15 минут, я думаю, будет приятно посмотреть многим, даже тем, кто сам и не будет повторять и учиться. Вот, если вдруг вы будете повторять работу за мной, соответственно, вы можете делать на паузу. Можете сделать скорость поменьше. В общем, как вам удобно. Вот, постепенно, смотрите, уточняю, хотел сказать, к чему я подошел ко времени. То, что сейчас прошло у меня на видео там примерно 8 минут, и я уже написал портрет. По факту, наверное, прошло в реальности минут 30. Да, минут 30, я думаю, не больше. Потому что вот эти начальные этапы, они более быстрые. Вот дальше уже уточнения, детали, они уже, соответственно, занимают гораздо больше времени. Обычно, знаете, когда я монтирую видео короткое, минутное, у меня получается так, что я первую часть портрета, которую написал, например, за 10-15 минут, у меня она занимает порядка 40 секунд в видео. А остальное все время, там, несколько часов, может быть, у меня укладывается в 20 секунд в этом коротком видео, потому что там уже очень незаметная работа, то есть маленькие такие движения, добавления, исправления. Вот, и сейчас уже этап, видите, начинается такой тонкой кистью, уточнение, добавление. В этом портрете у меня была задача максимально близко подойти к оригиналу. Я не стал сильно замазывать, там его делать слишком там каким-то скучным, но по цветам, по тону, по форме, по схожести я старался подойти максимально близко. Поэтому много работаю тонкой кистью, средней кистью. Если бы я делал, например, просто портрет по фото, который там я для себя, например, делаю, то там я работаю, конечно, почти всегда большой кистью. Мелкой кистью работаю чуть-чуть совсем для каких-то акцентов. Детали не сильно люблю. Люблю крупно, размашисто, передать характер, энергию. Я думаю, вы это и так видели на моих работах. Вот, на этом этапе работы, по сути, самая такая важная, наверное, как сказать важная. Получается как? У нас вначале мы закладываем основу, базу, такой фундамент,
и, собственно, тональные отношения. Это, конечно же, важно в целом для схожести, для композиции, для тона. Вот. А финишный этап, чем он важен? Он более сложный, потому что, ну, по крайней мере, для меня, потому что очень много нужно добавить деталек, точности, то есть скрупулезная очень такая работа, такая более спокойная, концентрированная. И какие-то такие детали, они могут добавить характера, добавить глубины, ну, реализма, понятное дело. В общем, хотел сказать, что этот этап самый важный, но по факту, наверное, все-таки нет. Все этапы важны, каждый просто по-своему. Наверное, для разных задач по-разному. В моем случае этот финишный этап был важен очень, потому что хотелось передать вам точность и показать, что через пятна вы можете сделать любой по точности портрет. Вы можете его сделать размашисто с абстракцией, то есть более абстрактно, чтобы передать просто там эмоцию, состояние. А можно сделать его вот так, детально, точно, реалистично. Более того, и дальше можно продвигаться через этот портрет к гиперреализму, если захочется. Ну, это уже, конечно, не моя тема. Я останавливаюсь вот на стиле, как у передвижников. То есть реализм, ты смотришь издалека прям чуть ли не как фото, а вблизи, когда ты смотришь, там крупные такие мазки, движения, цвета довольно-таки эффектные, заметные, яркие. В общем, это я очень люблю. Что я еще могу сказать в этом видео? Наверное, рассказать о том, что у меня сейчас есть новый формат обучения, который называется наставничество. У меня есть, в принципе, онлайн-курс, на котором более 50 видео обучающих, начиная от простых и заканчивая сложными. Но сейчас такое ощущение, что очень сложно людям, сложнее стало концентрироваться, учиться самим, э, изучать, в общем, все эти видео, ну, то есть работать один на один с информацией. И, соответственно, начал я с того года проводить наставничество, там, онлайн ведение, получается, человека. Прелесть здесь в том, что мы определяем, что мы будем делать, что мы будем рисовать, сюжеты, стиль, исходя из потребностей человека. Во-первых, то есть индивидуальный подход, потому что у каждого свое желание, свои, как сказать, способности, свой вкус, свой стиль. И, соответственно, нужно понять, в первую очередь, всегда человеку, что ему хочется делать. Вот. Ну, а я для себя понимаю, чем я могу быть полезен. И процесс заключается в том, что, получается, мы выбираем, например, различные сюжеты. Ученик пишет эти сюжеты и присылает мне на разных стадиях, на разных этапах, что у него получается. Соответственно, я ему их комментирую. Иногда делаю видео через планшет, показываю, как можно исправить, добавить, изменить. И, соответственно, отсылаю ученику, получает он обратную связь, дальше прорабатывает следующий этап. Эта работа в целом зарекомендовала себя хорошо и для меня, что мне было важно понять, будет ли мне это интересно, и смогу ли я дать эту полезность, как я даю на офлайн занятиях. И в целом могу сказать, что результат есть, очень даже хороший. Понятное дело, что всегда зависит от ученика, от его мотивации, но когда мы на связи, я думаю, мотивации всегда больше, чем просто онлайн-курс. Вот так что, если вам интересно, пишите, спрашивайте. По формату можем его делать довольно гибким, чтобы были разные по объемам, разные там по сюжетам и так далее. Ну, в общем, это все можно будет как-то находить какие-то общие такие полезные направления. Так, ну, собственно, дело движется к финалу, уже совсем детальки здесь у меня. Э, Надеюсь, видео вам было интересно и полезно. Если будете повторять это видео, ну, для обучения себя, присылайте обязательно мне либо в личку, либо отмечайте меня в соцсетях, что у вас получилось по этому видео, какой у вас результат, было бы интересно посмотреть. В общем, спасибо большое за ваше внимание. Оставляю вас наедине на эти последние, наверное, 10 секунд. Удачи вам и творческих успехов!